Администрация президента США Дональда Трампа представила план «Ближневосточная ривьера». Инициатива предусматривает устранение Хамас из управления регионом, смену местного руководства и привлечение инвестиций для создания инфраструктуры, коммерческих объектов и рабочих мест. Президент Палестины Махмуд Аббас отверг инициативу, заявив на заседании в Рамалле: «Это попытка подменить наши политические права экономическими обещаниями». Он выразил обеспокоенность утратой идентичности региона. По неподтвержденным данным региональных СМИ, США ведут консультации с отдельными палестинскими представителями для продвижения проекта, но официальных подтверждений нет. Согласно сообщениям египетских посредников, администрация Трампа отказалась от требования немедленного разоружения Хамас как предварительного условия прекращения огня, перенеся этот вопрос на более поздний этап переговоров. Этот шаг отражает признание сложности быстрого разоружения и стремление к всеобъемлющему соглашению. Кроме того, США считают насильственное изгнание лидеров и бойцов Хамас из Газы неосуществимым из-за нежелания потенциальных принимающих стран и большого числа лиц, которых Израиль стремится вытеснить. Эти изменения указывают на более прагматичный подход Вашингтона. Финансовая поддержка плана остается неопределенной. В региональных источниках упоминается возможное участие Саудовской Аравии и ОАЭ, но их заинтересованность не подтверждена. Израиль занимает сдержанную позицию по плану. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху воздерживается от публичных комментариев, что некоторые эксперты интерпретируют как отсутствие возражений. Тем временем военная активность в Газе усиливается, подчеркивая сложность ситуации. Радио израильской армии сообщило о призыве 2 дополнительных резервных бригад, пехотной и бронетанковой, для подготовки к операции «Гедеонова колесницы». Всего мобилизовано 5 бригад. 3 могут быть задействованы в Газе, 2 уже действуют на севере, заменив регулярные войска. Призыв рассчитан на 100 дней, что превышает обещанные 70, вызывая недовольство среди резервистов. По неподтвержденным данным, явка составила около 50%, но официальной статистики нет. Повышенная активность в районах Хан-Юниса, Туфаха и Нусейрата обостряет гуманитарную ситуацию. Жители сталкиваются с нехваткой продовольствия, воды, медицинской помощи и электроэнергии. Внутренняя ситуация в Израиле осложняет политический контекст. В Тель-Авиве проходят протесты, организованные семьями заложников, удерживаемых в Газе. Участники обвиняют Нетаньяху в политике, угрожающей общественному единству, заявляя: «Наши близкие не должны быть инструментом политических решений». Эксперт по израильским делам Сулейман Бишарат, выступая на арабском телеканале, выделил 3 тенденции в израильском обществе: слабую и разрозненную оппозицию, неспособную повлиять на решения, сплоченную правую коалицию Нетаньяху, определяющую стратегию конфликта, и расколотое общество, где семьи заложников требуют прекращения операций, а большинство, согласно опросам, выражает усталость, но остается пассивным. Бишарат отметил, что протесты пока не обладают достаточной силой для политических изменений. Он подчеркнул, что израильтяне воспринимают конфликт как вопрос национальной безопасности, что поддерживает продолжение операций, несмотря на внутренние разногласия. Палестинское сопротивление усиливает давление, публикуя обращения заложников, чтобы стимулировать протесты в Израиле. Бишарат считает эту стратегию попыткой повлиять на общественное мнение, но отмечает, что она пока не привела к массовому движению за мир. Переговоры с Хамас остаются безрезультатными, и ближайшие 48 часов станут решающими. Источники указывают, что отсутствие соглашения по заложникам может привести к расширению военных операций. Политический аналитик Ахмед Атауна рассматривает предстоящий визит Трампа в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, запланированный на следующую неделю, как потенциальный поворотный момент. Отсутствие Израиля в маршруте визита, а также отмена визита министра обороны США в Тель-Авив, по мнению аналитиков, могут указывать на охлаждение отношений между Вашингтоном и Иерусалимом в контексте текущих событий. Атауна выделил 4 возможных сценария: улучшение гуманитарной ситуации в Газе через поставки продовольствия и медикаментов, возобновление переговоров об обмене заложниками с временным перемирием, частичное освобождение пленных в обмен на приостановку операций или полное прекращение огня с политическим урегулированием. Последний сценарий он считает наиболее сложным, но предпочтительным для палестинцев,
так как открывает путь к долгосрочному урегулированию. Атауна отметил, что арабские страны обладают экономическим и дипломатическим влиянием, чтобы побудить США оказать давление на Израиль. Однако успех зависит от готовности сторон к компромиссам и преодоления текущих разногласий. Международное сообщество выражает озабоченность развитием событий. ООН подчеркивает гуманитарные вызовы, включая нехватку ресурсов, риски перемещения населения и ухудшение условий жизни в Газе. Египет и Иордания акцентируют внимание на угрозе роста числа беженцев, хотя конкретных планов по их приему нет. Россия и Иран критикуют план Трампа, называя его попыткой переформатировать регион в интересах капитала, но их заявления воспринимаются как политическая риторика. Турция призывает к снижению напряженности и защите гражданского населения, подчеркивая необходимость гуманитарных мер. Европейский Союз выступает за дипломатическое урегулирование, но его влияние остается ограниченным. Американский посол в Израиле Майк Хакаби в публикации на платформе X опроверг слухи о намерении Трампа признать палестинское государство во время визита, заявив, что таких планов нет. Заявление направлено на снижение спекуляций, но не устраняет вопросы о долгосрочной стратегии США в регионе. Гуманитарная ситуация в Газе продолжает ухудшаться. Нехватка продовольствия, воды, медикаментов и электроэнергии, а также неопределенность будущего усиливают тревогу среди населения. На западном берегу рейды в Наблусе, Рамалле и Иерихоне поддерживают высокий уровень напряженности, напоминая о хрупкости региона. План Ближневосточной ривьеры позиционируется как инструмент экономического и политического развития, но его реализация сталкивается с серьезными препятствиями. Атауна подчеркивает, что Нетаньяху, опираясь на правую коалицию, устойчив к внутреннему давлению, что ограничивает возможности протестов. Бишарат добавляет, что израильское общество, несмотря на признаки усталости, не демонстрирует готовности к радикальным переменам, так как конфликт воспринимается как экзистенциальный. Дипломатический поворот США, выраженный в отказе от немедленного разоружения Хамас и насильственного изгнания его лидеров, отражает стремление к более реалистичному подходу. Однако исключение Израиля из маршрута визита Трампа и отмена визита министра обороны США в Тель-Авив подчеркивают возможные изменения в американо-израильских отношениях. Какие факторы определят будущее региона? Сможет ли план «Ближневосточная ривьера» заложить основу для стабильности, или Газа столкнется с новыми вызовами? Исход зависит от действий политических лидеров, дипломатических усилий и способности сторон достичь компромисса. Ближайшие недели станут критическими для определения дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке.